Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан и тетя Береван готовятся к вечеру, приходит Бэрон и поручает им провести все исследования свидетеля, как только они выйдут из машины. Затем он возвращается с сумками с покупками. Пока Дилан злился и жаловался на то, где он находится, Бэрон купил свой любимый шоколад, и когда он показал его ему, Дилан с радостью открыл его и съел. Когда Бэрон спрашивает, где мой сын, Дилан отвечает, что он крепко спит внутри. Когда тетя Береван оставляет работу Барану и идет на кухню ставить выпечку в духовку, Баран говорит: «Ух ты, давай принесем жене ее любимый шоколад и вернемся, дама нас даже не поцелует». Затем он ласкает лицо Дилан и целует ее в щеку. Когда Дилан спрашивает, что ты делаешь, он говорит, что мне делать, если наша жена не поцелуется, я поцелую ее. Когда Дилан спрашивает Барана: «Я заметил, с кем ты разговаривал, не скрывай этого», Баран говорит, что я этого не скрываю, я говорил об этом вопросе со свидетелями. В этот момент приходят люди в особняке, и Бэрон и Дилан обнимают и приветствуют их. Наконец, госпожа Азади и тетя Береван с тоской обнимаются и становятся эмоциональными. Все со счастьем наблюдают за их искренними объятиями. Когда тетя Береван говорит: «Как хорошо, что вы пришли и подбодрили мою семью, мне бы хотелось, чтобы у меня был Джихан», все говорят мне, как сильно они скучают по нему и что ему нелегко часто приезжать оттуда. Когда Джевдет приходит в ресторан, он сразу же подходит к Цеврии и начинает говорить, но Цеврии чрезвычайно тихий и угрюмый. Пока дядя Кинан говорит, что это простая вещь, Севрии не будет продолжать, мать Ясмин шепчет: «Разве так сложно понимать женщин?» Когда Джевдет находит в сейфе мемуары, которые Первин принес с открытой страницей, он удивляется и оглядывается, в то время как Харун и Ясмин тут же убегают. Пока Дилан и Гуль пытаются накрыть стол, Дилан злится, когда Ферат и Баран пытаются съесть еду. Господин Кудрет извиняется перед тетей Береван за то, что до сих пор не мог часто приходить и уходить. Однако тетя Береван очень с пониманием относится к этому вопросу и говорит себе, что все спешат, расстроюсь ли я когда-нибудь на тебя. Когда господин Кудрет уходит, тетя Береван говорит: «Я хорошо тебя видела, сестра». Госпожа Азади говорит: «Мне очень грустно и измотана из-за того, что я сделала до сих пор, я совершила много ошибок, но это не так. Тем, кем я кажусь со стороны». Тетя Береван говорит: «Рано или поздно ты поймешь, что то, что ты сделал, было неправильно, и не говори, что пытаешься быть хорошим». Госпожа Азади извиняется перед ней, говоря: «Я думала, что смогу защитить свое племя и своих детей, если буду стоять твердо. Число людей, которым я причинила боль, велико, и я причинила много боли вам». Тогда они расстраиваются, плачут и обнимают друг друга. Ферат рассказывает Барану, что приход сюда, в лес, заставил его немного перевести дух. Когда Баран говорит, что Джавахир заставляет нас следовать за ним, посмотрим, Ферат говорит, что скоро увидит, на кого охотится, а кто на охотника. Затем они просят девушек не раскрывать это, чтобы они могли развлечься и чувствовать себя комфортно. В этот момент к ним приходит господин Кудрет и спрашивает: «О чем вы говорите шепотом?», а господин Ферат говорит, что он будет говорить везде, на работе, на работе. Господин Кудрет понимает, что что-то произошло, и они не хотят об этом говорить. Когда Баран спрашивает, как летний домик, Ферат говорит ему, что он должен быть не хуже пятизвездочного отеля и быть вам благодарным, это уже слишком. Ясмин ищет в их доме полку для обуви и расстраивается, когда цена слишком высока. Харун ласкает свою душу, говоря: «Если тебе это нравится, мы это купим». Дилан и Гуль готовят стол и приглашают всех. Пока они ели, тетя Береван попросила ее собрать ежевику и сварить варенье. Дилан очень этого хотел, но остальные очень сопротивлялись. Когда Гуль говорит: «Я позабочусь о Миране», Баран не может высказаться. Когда Дилан и Бэрон идут собирать ежевику, Бэрон настойчиво хочет вернуться, но Дилан не хочет. Пока тетя Береван и Гуль готовят ужин на кухне, госпожа Азади отвлекается. Бэрон и Дилан не могут найти ежевику.
Когда Берон пугает Дилана, говоря, что есть медведи и волки, Дилан злится на него и кричит: «Если есть такие животные, почему ты привел меня сюда, почему бы тебе не предупредить меня?» — говорит Берон. «Если ты немного покричишь, более того, они придут». Дилан очень напуган, идет под руку Барана и спрашивает, стоит ли нам идти назад медленно. Баран говорит: «Давай вернемся, красавица, давай вернемся медленно». Когда тетя Береван приносит сделанный ими браслет из бус, который она хранила в сундуке, госпожа Азади очень взволнована. Когда тетя Береван говорит себе: «Сынок, не беспокойся о том, почему это произошло, они все смотрят тебе в глаза», госпожа Азади плачет: «Не осталось ничего, чего бы я ни делала, как я могу смотреть на это их лица, это легко». Тетя Береван говорит воодушевляющие слова: «Не смотри больше на прошлое, сестра, посмотри на сегодняшний день, посмотри, как вкусно мы будем готовить еду и пить за ней чай». Когда Берон внезапно останавливается и Дилан спрашивает, что случилось и почему ты остановился, Берон говорит, что мы, возможно, заблудились. Дилан паникует и кричит: «А нет». Баран говорит: «Давай позже позвоним нашим», но понимает, что у него нет телефона. Когда я прошу Дилана позвонить мне, Дилан говорит: «Я тоже это не покупал, потому что ты, должно быть, купил это». В этот момент, пока они спорили, он услышал треск, и в панике Берон схватил пистолет и спрятал Дилана за спину. Джавахир узнает от своего адвоката, что делает Баран, и спрашивает, где он. Берон говорит, что если он собрал всю семью вместе, то обязательно что-то расследует. Ферат, с другой стороны, обеспокоен опозданием Баранов, и пока он ждет своего пути, господин Ктурет приходит к нему и говорит: «Сын мой, они бродят». Когда Ферат звонит Барану, он понимает, что не взял с собой телефон. Потом господин Кудрет говорит: «Давай кофе попьем, чтобы он больше не подозревал». Он говорит себе: «Брат, надеюсь, ты не попался в ловушку Джавахира». Берон отводит Дилана в сторону и говорит: «Подожди, я проверю и вернусь». Когда Баран идет и смотрит, он видит, что это шуршит белка, и успокаивается. Когда Дилан спрашивает: «Почему ты сразу хватаешься за пистолет?», Берон отвечает: «А что, если бы это был медведь?» Когда Дилан спрашивает: «Был ли это медведь, ты бы пристрелил его?» Берон шутит: «Нет, я бы отпугнул его пистолетом». Когда Дилан снова эмоционально смотрит и спрашивает: «А что, если она мать или у нее есть детеныши?», Берон говорит, что сейчас не время обсуждать это, и они идут дальше, чтобы найти путь. И, наконец, они находят дом тети Береван и обретают утешение. Когда Дилан и Баран видят Ферата и господина Кудрета, они говорят, что господин Кудрет: «Подойди, моя дочь, Ферат очень интересуется тобой». Дилан говорит, что мы заблудились, чуть не стали пищей для медведей. Когда господин Кудрет спрашивает, что здесь делает медведь, Дилан понимает, что его обманули, и говорит Барану: «Любовь». Берон говорит, что я всегда говорю, что это в любом случае должна быть любовь. Тем временем к ним приходит Гуль с Мираном на руках, и Баран тут же берет Мирана на руки и говорит: «Сынок, смотри, я сегодня спас твою маму от когтей медведей». Цеврии просит Джевдета помочь во время готовки, и когда все сказано, Джевдет произносит слова, написанные в его мемуарах, когда спрашивает, что происходит: «Дорогая, что не так?». Цеврии больше не выдерживает и злится, потому что раньше вы были любовниками с Первином и даже не чувствовали необходимости рассказать мне об этом. Дилан говорит Барану: «В тебе что-то есть, ты вел себя так, как будто нам в лесу действительно угрожала опасность, что ты от меня скрываешь». Берон объясняет ситуацию Дилану, говоря, что не может быть ничего более нормального, чем то, что я веду себя так после стольких испытаний. Они подходят немного ближе, но выходят из комнаты, говоря, что все ждут за столом. Когда дядя Кинан спрашивает о проблемах между Джевдетом и Цеврией, Джевдет и Цеврии спорят, а Ясмин тем временем ссылается на Харона, который ни у кого не просит финансовой помощи. Пока мужчины Карабея пытаются приготовить еду для барбекю, Дилан говорит: «Ты опоздал». Ферат говорит, что пока вы будете сражаться с медведями в лесу, наш шашлык может опоздать. Когда Берон шутит, что моя жена была очень храброй, Дилан злится и говорит: «Я спрошу, я обязательно отомщу за это». Господин Кудрет и Ферат Дилан делают это, говорят, что его боятся. Он звонит Хасану Акифу и просит государство предоставить ему защиту.
Акиф говорит, что все понятно, тебе нечего сказать, и у меня нет времени слушать твою ложь. Когда Хасан говорит, что барана будет жаль, Акиф говорит, что этого не произойдет, не бойтесь, баран вас не убьет. Хасан, ты тоже в это поверил? Когда баран сказал «это кровь его матери» и не продолжил, Акиф спрашивает, скажи мне, что ты собирался сказать. Разве ты не хотел пролить кровь его матери на землю? Но если вы спросите меня, безопаснее ли внутри или снаружи, я бы сказал, внутри, исповедуйтесь, идите и с комфортом отбываете наказание внутри и уходите. Когда Бэрон ловит Дилана одного на кухне и говорит, «Я очень тебя люблю, мне нравится с тобой работать», Дилан говорит, «Я знаю, я отомщу тебе». Когда Бэрон спрашивает, все ли это, Дилан отвечает, «Не Дилан, я тоже тебя люблю», и Бэрон уходит из кухни. Дядя Кинан и тетушка сидят в гостиной после того, как все ложатся спать, и говорят, что нужно как можно скорее вмешаться в эту неприятную ситуацию между ними, иначе они превратят блоху в верблюда. Пока баран кричит, что ужин готов, господин Кудрет говорит барану, что он понимает, что что-то происходит и что он прячется от него. Баран говорит, я скажу тебе, когда придет время, давай проведем приятный вечер вместе, давай не будем говорить о таких вещах, и они все вместе садятся за стол. Когда все ждут выступления господина Кудрета, господин Кудрет говорит, что баран преодолел все трудности, собрал нас всех за этим столом, это его право говорить. Бэрон, мы узнали от тебя, отец, что семья очень ценна. Мое сердце всегда бьется за мою семью. Он завершает свою речь словами, «Я надеюсь, что у нас будет больше многолюдных и лучших дней вместе с теми, кого у нас забрали. Точка». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.